Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на YouTube, Яндекс.Дзен, Рутюб, Telegram. Сегодня по просьбе моей подписчицы мы будем вязать вот такой очень простой, очень легкий, легко вяжущий воротничок. По схеме вяжется просто буквально за часик можно эту красоту всю освоить. Ниточек грамм 20 какой-то остаточек, если вот у вас завалялся, можно связать под платье, под маечку, а может быть в школу связать. То есть вяжется воротничок быстро, смотрится хорошо, красиво и обязательно, я думаю, у всех получится. Предлагаю посмотреть и освоить. Это очень-очень легко, тем более и схема хорошая. Предлагаю посмотреть. У меня очень красивые ниточки, хлопок Коко, 240 метров, 50 грамм. Для воротничка это идеально, а мы сегодня будем вязать воротничок вот по такой схеме, по которой меня попросила моя подписчица в Telegram. Мы набираем вот такую первоначальную цепочку по воротнику кофточки. Это самое лучшее на ту кофточку, на которую вы будете носить. Каким образом мы это делаем? Смотрите, в самом начале мы набираем маленькое колечко. 1, 2, 3, 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. Первая и последняя будет такая петля. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, 2 накида и столбик с 2 накидами. Вот таких колечек побольше у нас должно быть четное количество. Четное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида в первую петельку, столбик с 2 накидами. Вот таких колечек у нас должно быть четное количество, и потом только маленькое колечко. Вот, набрали. Идем дальше. Наша задача теперь провязать, распределить узор ананас и между ними воздушные петли. Значит, в первом мы вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5 сдвоенных, между ними 3, по-моему, 3 воздушные петельки, насколько мне кажется. Так. Вот, то есть наша задача, мы начинаем вязать, перейдем в центр воздушной арочки, мы оставляем. Переворачиваем там, где столбики. Вот. И с центра мы начинаем вязать. За столбики вяжем сдвоенный 1, 2. Это у нас столбик. 1, 2, 3. 3. Вроде бы 3. 3 воздушные петельки. Наша задача связать еще так 5 раз. 1, 2, сдвоенный пышный столбик. 1, 2, 3. Еще сдвоенный пышный столбик. 1, 2, 3. Всего их у нас должно быть 5. 1, 2, 3. 5-й пышный столбик. Присоединяем его к арочке, к следующему колечку, и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбик без накида. То есть вот такая наша задача: провязать красивых 5 пышных столбиков и 5 воздушных петель на арочке. Теперь продолжаем то же самое. Мы вяжем пышный столбик из 2 столбиков, между ними 1, 2, 3 воздушные петли и вот такой вот красивый цветочек вяжем. А в соседнем колечке такую арочку. Вот такой красивый первый ряд у нас получается. Но смотрите, я ввела вас в заблуждение. Я сказала, что больших колечек должно быть 20. А в воротничке узор-то, конечно, на 2 петельках идет. А в воротничке нам нужно начать вот таким красивым цветочком и закончить. То есть получается вот 1 петелька у меня лишняя. Что мне с ней делать? Можно ее просто отрезать вот так вот, а можно вот так вот, я думаю, вот так подогну 2 колечка просто-напросто вместе и провяжу. А что делать? Провяжу вот так вот.
То есть у меня получится такая петелька для пуговички, более плотная. Теперь идем на второй, ну можно отрезать. Идем на второй ряд узора. Провязываем 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И нам нужно в арочку между столбиками провязать столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А по центру, где у нас такая арочка была, мы вяжем только 2 воздушные петли, столбик без накида. И 2 воздушные петли, столбик без накида. А там, где у нас вот такие будут ананасы, наша задача провязать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 раза мы провязываем 3 арочки по 4 воздушные петли, 2 воздушные петли и 2 раза по 2 петельки. 1, 2. Вот такой совсем несложный ряд. Довязываем до конца 4 воздушные петли. У нас должно получиться 3 вот таких арочки. 3 арочки. 2 воздушные петельки и за последнее колечко столбик с накидом. Переворачиваем вязание. Переходим столбиком без накида 1 петельку, там где столбик без накида 2 и в центр столбик без накида, 3 столбика без накида. Теперь наша задача: вяжем обратную сторону еще разочек. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. То есть у нас в маленьком ананасе сначала было 3 воздушных арочки, теперь 2. Вот. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в самом центре, вот у нас 2 воздушные петли, 2 в центре, столбик без накида, мы вяжем пышный столбик. 1 из 2 столбиков 2. Провязали. 1, 2, 3. И еще 1, 2. 1, 2, 3. И за арочку столбик без накида. Вот что у нас должно получиться в центре. Между ананасами. Ананасы мы провязываем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. То есть у нас уже не 3 арочки, а 2. Вот у нас 2. А по центру вырисовывается другой узорчик. 3 воздушные петли. В центр, там где у нас столбик без накида, пышный столбик из 2. 1, 2, 3. И еще пышный столбик. 1, 2, 3. Вот такой узорчик, пышный столбик, арочки и пышные столбики. Завершаем вязание ряда. Вот наши пышные цветочки. 4 воздушные петли, 1 арочка, 4 воздушные петли, 2 арочка. На этом нам нужно завершить вязание и идти в обратную сторону. Но вот здесь вот у нас как-то некрасиво. 2 воздушные петли предлагаю связать, столбик с одним накидом, вот так вот, выровнять немножко. Саму петельку для пуговички мы ее не будем выравнивать. Мы в последнем ряду сделаем обвязку, и все будет очень красиво, не переживаем. Переворачиваем, вяжем столбик без накида, в столбик без накида и в центр столбик без накида. Вот так вот. Вот такое вот у нас ровное вязание должно быть. Идем в обратную сторону. Теперь у нас осталось 2 воздушные арочки в ананасе. Вяжем последний раз. 2, 3, 4. Столбик без накида. Вот наш ананас практически готов. Идем дальше. 1, 2, 3 воздушные петли. И наша задача 1, 2, 3, 6 провязать в центр 6 столбиков с одним накидом. 1,
Так, между ними ничего нет. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Арочку. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И в центр пышных столбиков наша задача провязать 5 столбиков. Вот такой узор. 5 столбиков, 3 воздушные петли, 4, 3. Вяжем до конца ряда. Такой узор у нас должен получиться. Почти последний ряд. Ананас довязали, столбики провязали. И вот смотрите, 3 воздушные петли. Я связала 2, а не 4. Наша задача завершить вязание в центре. Вот. То есть мы ананас завершили. Кончик мы не провязываем. Мы его обвяжем в следующем ряду, когда будет общая обвязка. Идем в обратную сторону. Последний ряд. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И теперь там, где у нас было 5 столбиков, наша задача провязать пышный столбик. 1, 2, 3. Такой красивый завершающий этап. Пышный столбик и 2 воздушные петли. И еще пышный столбик из 3. И 3 воздушные. 2 воздушные, 3 столбика. 1, 2, 3. И получается вот такая красивая обвязка. Красивый последний ряд. 3 пышных столбика, 2 воздушные между ними, 3 столбика, которые делают воздушный пышный столбик. Вот так вот. И 1, 2, 3, 4 воздушные петли за центр ананаса, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И дальше обвязываем. Получаем вот такой красивый цветочек, красивый воротник, и останется только обвязать с пико. Давайте по узору пройдемся, что мы с вами сделали. Ананас связали, все из воздушных петелек, пышные столбики, столбики с одним накидом, и теперь мы обвязываем вот таким красивым букетом. Такая красота у нас получается. Смотрите, какой красивый нежный воротничок. Провязали лепесточки наши, которые очень хорошо, красиво вписались в общий узор. И теперь задача последнего ряда сделать обвязку. Мы, вот смотрите, связали все цветочки, 4 воздушные петли, и в центр ананаса, вот у нас центр, присоединились. Все, мы связали. Теперь наша задача сделать обвязку. Провязываем 1, 2, 3. И через 2 петли вводим крючок, получаем пико. Столбик без накида. В следующий столбик без накида вяжем 1, 2, 3. То есть наша задача провязать пико, столбик без накида. В следующий столбик без накида вяжем пико. 1, 2, 3. Столбик без накида. Следующий столбик без накида. 1, 2, 3. Провяжем пико. Столбик. 4 получилось у меня пико, столбик. И давайте еще, чтобы было 5 пико. 1, 2, 3. Провяжем пико. Петельку для пуговички мы обвязываем столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас глянем. 7. Еще сделаем
8, 9 и в цепочку перейдем 10. Вот. И теперь нам нужно между колечками вот сюда, это будет 11 столбик, и 1, 2, 3 пико. Цепочку обвязываем столбиками 1, 2, 3, 4, 5 между столбик 1, 2, 3 пико. В принципе, если хотите пико почаще, можно и на самой цепочке, допустим, провязать 1, 2, а по центру в третьем столбике 1, 2, 3 без накида провязать пико. Тут по желанию. Провяжите, посмотрите, не понравится, распустите. То есть тут уже можно вообще на нижней планке пико не вязать, а просто сделать красивую обвязку. Вот. На схеме выглядит это вот таким образом. Вот, видите, 5 столбиков пико, 5 столбиков пико. Вот оно идет. А по верху, там, где у нас столбики красивые, везде идут пико, 6 пико, потом 1, 2, 3 столбика без накида, и в центре пико 3 столбика, и вот так вот сделана обвязка. А пока наша задача обвязать либо с пико, либо без пико. Как вам больше нравится? Это у нас будет внутри. Может быть, и не нужно выделять эти колечки. Тут уже смотрим, как вам самим нравится. Вот. Но верх, конечно, обвязать обязательно надо. Я тоже сейчас подумаю, как сделать лучше. С пико или без. Я решила все-таки обвязать просто вот столбиками. 5 столбиков без накида и между ними 6. Напишите в комментариях, как вы считаете будет лучше. Вот мне кажется, аккуратнее так. Можно с пико. Теперь задача еще сложнее. Это все, вот у нас такое завершение идет. 5 столбиков провязали. Еще один 6. И у нас здесь нужно рассчитать пико. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в этом окошечке я предлагаю закрепить бусинку. Как это сделать? Изнутри, наверное, подхватим. Вытащили петельку, бусинку. То есть с одной стороны у нас с вами есть петелька, с этой стороны у нас, значит, должна быть, можно просто пуговичку пришить. Вытаскиваем тоненьким самым крючочком. Все. Еще раз сюда провяжем. И теперь просто обвязываем. Мы считаем, у нас 1, 2, 3, 4. Вот здесь уже должно быть пико. Самая главная задача, чтобы пико первой половинки сошлось с пико со второй. У нас было пико, столбик без накида. В следующем 1, 2 столбики без накида, пико, столбик без накида. В следующем 1, 2, 3 столбик без накида. Раз, два, 3 столбик без накида. Обязательно, чтобы была симметрия. 1, 2, 3. Можно застегнуть воротничок так. Под бусинку все хорошо. То есть вот чтобы и в начале, и в конце у нас все пико были одинаковые. Вот у нас все получилось, все красиво. Идем дальше, смотрим по узору. У нас идет
столбик 1, 2, 3. И вот там, где воздушная арочка, у нас идет пико. В центре провяжем, а в арочку сделаем пико. Хотя там было, да, там также, ну, на схеме также. Схему в Телеграме она уже есть, обязательно закреплю ее на YouTube и цене. Провязываем столбик без накида, а там, где у нас воздушные были 2 петельки, вяжем пико. Опять столбик без накида. 1, 2, 3. Провязываем пико. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Вот так получилось. 6 цветочков, 5 пико и 3 столбика. 1, 2, 3. А там, где столбик по центру, пико. 2, 3. И еще 1, 2, 3. 2, 3. Пышный столбик провязываем, а в следующем промежутке 3 пико. Вот такая вязка. Можно пико, конечно, связать в основании, а тут просто столбик без накида. Довязываем нашу красоту. Так все это получается. И в самом конце просто столбики без накида. И в самом последний столбик мы присоединяемся. Ниточку отрезаем. Ее подальше прячем. И получаем по итогу вот такой замечательный. Я связала на небольшую шею. Я думаю, что в принципе вязание мы уже с вами разобрали. Набираем четное количество колечек. Последнее колечко я провязала вместе, чтобы получить вот такую вот застежку. Я думаю, что она симпатично смотрится, красиво. Вот, можно любую пуговичку пришить. Буквально часик нашего времени. Для кого нужна схема, схема есть. Получаем вот такой красивый ажурный воротничок. Вот. Можно его, сейчас ниточку отрежу, можно его впереди застегивать красиво, можно застегивать на спинке, тоже будет красиво и ажурно. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. До новых встреч. Воротнички будут еще. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб и будем вязать вместе.